Дорогие друзья, давайте с вами сделаем общий расклад на тему «Следующий шаг загаданного человека». Первая, вторая и третья позиции. Выбирайте свою. Сейчас с вами посмотрим. Итак, единички. Начинаем с вас. Каким же будет следующий шаг человека, которого вы загадали? Что он будет делать в отношении вас? Вы знаете, такое ощущение, что человек готовится к чему-то серьезному, вот к серьезному прорыву, и обстоятельства, которые ему мешают двигаться вот именно сейчас, вот прямо завтра, это какие-то финансовые моменты. Здесь для человека важна финансовая стабильность, его комфорт, чтобы была вкусная еда, красивая одежда, уютная квартира, хорошая машина. И именно этим он сейчас будет заниматься. Как только он придет к пониманию того, что да, все, что мне нужно для комфортной жизни у меня есть, здесь будет прям вот буквально прорыв. Если вы на расстоянии, то человек намерен к вам приехать. И, возможно, именно сейчас он занят поиском подарка для вас. Он занят поиском того, что может, ну, как-то украсить, улучшить материальную сторону ваших взаимоотношений. Что еще будет делать? Да, здесь однозначно человек появится, приедет, примчится. В настоящий момент он работает, в настоящий момент завершает какие-то дела уходящего года, но настроен он вас порадовать. Причем настроен он здесь основательно, и именно поэтому несколько может медлить, несколько не торопится, но не торопится, опять же, из лучших побуждений. Для того, чтобы его появление, его приход, его приезд были такими яркими, красочными, чтобы они были не просто вот я пришел, здравствуй, а для того, чтобы привнести вот именно украшение, счастье, гармонию, благополучие и достаток в вашу жизнь. Да, им движет желание стабильности. Человек понимает, что он нашел вот именно свою половинку, он нашел того человека, который смотрит с ним в одном направлении. Но здесь любовь, здесь у вас семья. Здесь настрой на семью, на семейные отношения, и будет обязательно двигаться человек в вашу сторону. Здесь будет вот буквально прорыв, как только он подготовит, так скажем, соответствующую базу. Здесь все прекрасно, к чему приведут его движения. Да, перемены в лучшую сторону, колесо судьбы, это судьбоносная карта. Смотрите, вот те преграды, которые существовали, они будут преодолены. В любом случае, что бы ни было, человек, вот даже до тех пор, пока будут какие-то ограничения, человек все равно будет проявляться к вам с чувствами, потому что он настроен на серьезные отношения с вами. Какой совет дадут вам карты? Давайте посмотрим. Здесь вот насчет намерений его можно не сомневаться. Вам совет вот в чем-то, возможно, помочь ему, в чем-то его поддержать. Выходит семейная карта. Да, подарите человеку уют, комфорт, одобрение его поступков. Карта Иерофант – это карта брака, карта духовных отношений, карта правильных отношений, карта семьи. И здесь, даже если будут какие-то неудачи в тех поступках, которые он совершает, вам следует человека поддержать, приободрить, созидательные какие-то действия совершить для того, чтобы он не отчаивался, где-то успокоить, где-то заверить в том, что вы, да, его ждете. Сейчас не получилось, получится в следующий раз. Но здесь человек будет делать все для того, чтобы у вас получились крепкие отношения, а у кого-то даже семья. Прекрасная позиция, единички. Пожалуйста, пишите в комментариях, как у кого отыгралось. Мы переходим к двоечкам. Вторая позиция. Какой будет следующий шаг у загаданного человека, двоечки? Каков его следующий шаг? Так, карта дьявол. Здесь какая-то хитрость. Смотрите,
Здесь человек ждет каких-то действий от вас. Здесь манипулятор, который считает, что свою часть пути в ваших отношениях он, возможно, уже прошел. Более того, сейчас есть обстоятельства, которые его сковывают. И поэтому, да, он оставляет ситуацию в подвешенном состоянии, он ждет либо ваших поступков, либо когда ветер переменится, да, ждет того, чтобы либо сигнал был от высших сил, либо от вас какое-то действие и поступок, который позволит ему совершить тоже какое-то действие по отношению к вам. Но сейчас играет в тишину, играет в молчание, возможно, даже кто кого перемолчит. Он ждет действий от женщины, он ждет шагов каких-то, когда женщина сделает первый шаг, когда подарит ему надежду, возможно, изменит свое какое-то поведение. Да. Здесь манипулятор. Вы знаете, вы ему дороги, но он сознательно сейчас может закрываться, отстраняться, потому что его какой-то момент в ваших отношениях не устраивает. Здесь могут быть страхи, могут быть какие-то ограничения. И вместо того, чтобы что-то решить, выйти к вам с каким-то предложением, он решил манипулировать. Манипулировать молчанием. Да, я посижу и подожду. Вот я сделала достаточно, а теперь давай-ка поделай ты. Будет наблюдать за вами, будет вспоминать то, что между вами было. Но знаете, своими действиями он рискует разрушить, потому что, скорее всего, ваше терпение, оно окажется жестче, чем его, и да, вы, скорее всего, отвернуты от него и готовы принимать действия от него, но не делать шаги навстречу. А он не знает, как ему поступить. Вот он может сидеть и молчать. Он может сидеть и молчать, он просто, вот вы знаете, на авось. Авось пронесет, авось получится. Он будет ждать. Вообще, о чем он думает, чего он ждет от вас? Если шагов, то каких шагов он ждет от вас? Здесь возможен шанс на примирение, да, здесь возможно примирение, и он ждет. Но вы должны его вдохновить. Да, здесь женщина должна принять решение, и вы знаете, скорее всего, вы много его уже раз прощали, и человек привык к такой модели поведения. Он ждет того, что вы в этот раз будете сильной, и вы его простите. Он ждет того, что вы будете его капризы ему прощать, да, его такое поведение. Он ждет того, что вы к нему приедете, да, он будет ждать, а вы здесь, как обычно, сделаете шаги навстречу. А как вам следует себя вести, что вам следует сделать? Вы знаете, здесь стоит быть осторожной. Здесь главное не повторить ошибок прошлого, потому что здесь, опять же, манипулятор, который может пытаться прогнуть вас под себя. Здесь вот именно ситуация, кто кого перемолчит. И здесь, ну, так скажем, будет борьба, да, кто сильнее. И в зависимости от того, кто из вас большую силу проявит, да, большую силу характера, здесь на стороне того человека и будет правда. Здесь будет новый виток обязательно. Здесь обязательно это не конец. Да, но здесь женщине нужно проявить свою мудрость. Здесь возможно даже заручиться помощью или поддержкой ваших общих знакомых. Можно знаете, вот можно хитро поступить. Через друзей, через знакомых какую-то информацию передать, которая будет им услышана, да, то есть через третьих лиц, и терпеливо подождать. Можно вот этот сигнал ему дать, и пусть он пошевелится, потому что здесь человек хочет, чтобы вы всегда к нему приходили, чтобы вы всегда за ним бегали. Поэтому вам здесь нужно поступить хитренько. То есть вы вроде и делаете шаг навстречу, да, отправляете ему какую-то информацию, но этот шаг не напрямую с вашей стороны, вы не своими ногами туда пришли, да, не на поклон к нему явились, а именно подали сигнал, посветили как маячок, как звездочка, которая дает ему руководство к действию. Что же будет, если вы последуете совету карт?
Здесь нужно будет подождать. Здесь, возможно, нужно будет время дать ему созреть. Да, действительно, такой шаг будет правильным. Совершенно верно. Здесь вам нужно через третьих лиц постараться донести ему какую-то информацию. И действительно, в этом случае вас ждет любовь. И вы занимаете свой пост императрицы. Императрица всегда бывает довольна. Потому что, да, действительно, человек ждет от вас шагов, но если вы здесь придете к нему на поклон, получается, вы у него под каблуком окажетесь. Но вам нужно именно верную позицию занять, да, то есть показать, что вы готовы к воссоединению, готовы к примирению, но не таким образом, что вы приходите, а пусть он делает сам. Но здесь ему все равно нужно время будет для того, чтобы все переосмыслить и дозреть. А так, да, любовь у вас будет, но пишите свой сценарий этой любви, тогда все будет хорошо. Благодарю вас, двоечки. Идем к третьей позиции. Какой следующий шаг вашего загаданного человека? Что будет делать ваш поклонник? Итак, каков его следующий шаг? Так, но здесь он уверен в том, что вы ему нужны, но здесь вот прям император. Сейчас занят работой. Сейчас занят работой. Также, знаете, подготавливает почву для дальнейшего развития ваших отношений. Здесь он уверен в том, что вы ему нужны, а он нужен вам. И он готов работать над отношениями, но сейчас, вы знаете, как будто бы вот подготавливает почву для того, чтобы отношения были хорошими, для того, чтобы они были плодородными. Двигаться по отношению к вам настроен, придет с чувствами, обязательно придет, придет со страстью. Со страстью, здесь страсть, прям вот мама не горюй. Все то, что вы делали ранее, удобряли, так скажем, благодатную почву, принесет свои плоды. Здесь за что боролись, если вы вкладывались в эти отношения, то это все не прошло зря. Возможно, долго человек молчал, возможно, долго не мог на что-то решиться, но вы делали все не зря, потому что, да, результат своих трудов вы увидите. Возможно, кто-то из вас не свободен, и отношения могут быть тайными, неопределенными. Нужно будет сделать выбор и чем-то жертвовать. Он рассчитывает на это, возможно, ждет того, что вы сделаете какой-то выбор и чем-то пожертвуете. Да. Он хочет что-то менять, он хочет нового формата отношений, но у него есть страхи, которые им движут. И он ждет того, что вы ему поможете в преодолении этих страхов. Давайте, что он ждет от вас? Что он ждет от вас? Да, он ждет того, что вы подарите ему гармонию. Он ждет того, что вы выберете его, что вы поможете ему справиться вот с этими трудностями, справиться с его сомнениями. И тот шаг, на который давным-давно не решались, из-за того, что ситуация вот какая-то была непонятная, подвешенная, возможно, из-за присутствия третьих лиц, либо каких-то других обстоятельств, здесь она все-таки будет разрешена. Здесь вы найдете из нее выход. Да, здесь не очень быстро, но вы идете в верном направлении. И здесь действительно, опять же, помощь мужчине должна оказать женщина. Вы должны подарить ему надежду на то, что все будет хорошо, то, что да, вы согласны, вы, как и раньше, готовы вкладываться в ваши отношения, вы готовы за них бороться, вы готовы отстаивать свои права, да, совершенно верно. Он видит вас императрицей, ведь здесь пара, император-императрица. И очень часто вспоминает романтику вот с самого начала ваших отношений. Ему нравится. Вспомните, что было в те моменты. Ему хочется снова погрузиться в те эмоции. Ему хочется романтики, ему хочется чувств, ему хочется любви. У кого была ссора, здесь хочется примирения. Что ждет вас в будущем с этим человеком? Будет за вас бороться. Здесь будет новый виток отношений, но он будет связан с трудностями, да. Нужно от страхов избавиться. И здесь, да, здесь человек готов бороться, но ему, опять же, нужна ваша помощь. Вы знаете, вы как его вдохновитель, вы как катализатор тех идей, которые он готов воплощать в жизнь. Он ждет от вас понимания, поддержки,
и духовной близости. Здесь он действительно нашел родственную душу. Причем, вы знаете, он понимает, что вы как лед и пламень, да, вы с ним немножко разные, но в то же время вы пара, потому что вы выпадаете императором и императрицей. Но из-за того, что у вас могут быть разные черты характера, да, вы более чувственная, более эмоциональная, он более горячий, более энергичный, да, более такой взрывной может быть. Но тем самым вы дополняете друг друга. Тем самым ваш союз получает право на, вот у кого актуально, законный брак, да, здесь даже вот именно такой вот союз, который благословлен высшими силами. Поэтому здесь все хорошо. Какой совет дают вам карты? Смотрите, здесь нужно как следует взвесить все за и против. Здесь нужно как следует разобраться со своими страхами и ограничениями. Даже если ситуация, которая между вами сейчас есть, она вас порядком утомила, нужно найти в себе силы и понять, ради чего вы вообще были в этих отношениях, за что вы боролись. Вспомните те эмоции, те фантазии, которые давали вам силы для того, чтобы продолжать вкладываться в эти отношения. И здесь решение именно за вами. Здесь вы являетесь движущей силой, да, вот тем локомотивом, который толкает мужчину, который двигает, вы даете ему энергию. Здесь обязательно будут перемены, но здесь кардинально должно что-то поменяться. И вот это решение, которое будет принимать мужчина, здесь зависит всецело от женщины. Здесь вы ему дарите надежду, вы ему дарите уверенность в том, что правильно вы идете, либо неправильно. Поэтому здесь он, да, он будет вкладываться в отношения, он будет работать, но он будет делать вот именно то, что вы хотите. Он будет становиться таким, как вы хотите его видеть, и ему важно знать, да, здесь движение вперед. Ему важно знать, что он на верном пути, и вы все так же ждете от него вот этих действий и поступков. Он ждет каждый день от вас какого-то нового шанса, что постоянно вы его будете не упрекать, что ты не прав, я в тебе разочаровалась, я хотела так, а ты сделал по-другому, а наоборот, да, дорогой, иди вперед, ты все делаешь правильно, ты совершил ошибку, но я тебя не осуждаю, ты получишь шанс на то, чтобы сделать наши отношения более счастливыми. Поэтому здесь вот актуально пословица: мужчина голова, женщина шея. Куда повернет, туда и будет. Поэтому знайте, что здесь, да, ваш император рядом с вами, но эти отношения создали вы. Вы его, так скажем, вырастили, вы его воспитали, а теперь будете пожинать плоды того, что вы посеяли. А посеяли вы, так скажем, благодатную почву засеяли, да? Поэтому продолжайте в том же духе, но будьте готовы к тому, что здесь кардинально нужно будет что-то менять и, возможно, от чего-то отказываться во благо ваших вот отношений с загаданным человеком. Благодарю вас, троечки, жду ваших комментариев, у кого как отыгралось. До встречи с вами в новых видео. Благодарю вас за просмотр.